Здравствуйте, Николай Дмитрий. Анатольевич, здравствуйте. Да, рада вас приветствовать в нашем стрелковом клубе «Импульс». Итак, с чем вы к нам сегодня пришли? Мы сегодня пришли с вариантом обвеса Сайги 9×19. Угу, отлично. Всем известен карабин, который очень многим нравится, но в простом состоянии он слишком прост. Люди хотят красиво. Угу. Итак, вот у нас как раз карабин Сайга 9 без дополнительного веса. И этот Сайга 9 с дополнительным обвесом. Я ни в коем случае не хочу сказать, что нужно ставить абсолютно все, что здесь стоит. Но то, что здесь стоит, все нужно человеку. То есть мы делаем продукцию для людей, чтобы человеку было приятно. Угу. Разрешите? Ну что же, давайте начнем с приклада, предлагаю начать. Итак, приклад. Приклад – это универсальный приклад, который ставится на любое стрелковое оружие на базе автомата Калашникова, для которого существуют различные замки, которые для Сайги 9.19, для Сайга 7.62 МК-03, для обычного стандартного автомата Калашникова. В том числе имеются переходники для нескладного приклада. Отлично. Но сам приклад, модуль один и тот же. Причем на эти замки можно ставить не только данный приклад, который стоит здесь, но и приклад ПТ-3. Здесь кому что душе ближе. Кому-то нравится концепция ПТ-1, кому-то концепция ПТ-3. Никогда не скажу, какой приклад лучше, потому что оба они прекрасны. В них заложена функция телескопическая регулировка, подъем щеки, ну и в ПТ-1 еще регулировка тыльника приклада. Я смотрю, Николай Анатольевич, вы добавили сюда антапку, возможность регулировки, причем я вижу много регулировок. Расскажите поподробнее. Да. Во-первых, по антапке. Антапка, разным людям нравится разный вариант антапки. Данный вариант антапки — это круговая антапка по кругу, чтобы ремень мог ходить по кругу право-лево. Существует здесь посадочное место для иной антапки, так как на ПТ-3. Кольца для в основном одноточных ремней ее используют. Причем можно использовать как одну, так и другую. Либо эту выкрутил, либо эту убрал. Соответственно, это влияет на массу, когда одна антапка, а не две. Но есть возможность двух антапок. По поводу регулировки щеки. Она сделана вариантом просто я рукой поднимаю, откручиваю винты и поднимаю. Давайте попробуем. Причем в том числе могу дать небольшой угол. То есть он позволяет, вот как сейчас, вот, небольшие деления, на одно деление давать угол. Вот она максимальная высота, которая позволяет уже работать при любом коллиматоре, установленном на любом посадочном месте. Причем как справа, так и слева. Да, отлично. Еще один момент, чуть не забыл. Тыльник приклада. Тыльника идет в комплекте два, узкий и широкий. Опять же, когда мы проводили апробации, кому-то нравится узкий, кому-то широкий. Мы никогда не скажем, какой лучше, потому что никто не знает, какой лучше. Кому-то нравится узкий, кому-то широкий. Узкий тыльник сделан по классическому принципу упора по небольшой дуге. Широкий тыльник сделан с угловым упором, то есть когда упор в грудную клетку. В зависимости от манеры стрельбы человек такой тыльник себе и ставит. Отлично. Регулировка длины. Регулировка длины сделана таким образом, что подняв эксцентрик, магнитик здесь, кстати, нужен только для того, чтобы поймать эксцентрик, чтобы он не тарахтел. Это не фиксатор, фиксатор на эксцентрике. Там идет две штанги, которые фиксируют. И легким движением руки мы можем остановить в любом положении. Таким же легким движением руки закрываем. Видите, никаких усилий это не требует. Отдельный вопрос по надежности. По надежности давайте проверим. Я подготовил несколько испытаний, поэтому предлагаю пройти. Ну что ж, Николай Анатольевич, я предлагаю проверить узел приклада, насколько он надежен. Мы его слегка разложим. Проверим на практике. У нас есть пеноблок. Готовы? Ну что ж, вполне себе. Он не сложился. И после этого регулировка сохранилась. Приклад регулируется, фиксация надежная, тест пройден. Ну что ж, Николай Анатольевич, приклад отличный, действительно
показал себя с самой лучшей стороны. Давайте теперь поговорим про цевьё. Давайте. Вообще, наверное, правильнее было начинать вообще с цевья. Цевьё – это основа оружия на основе автомата Калашникова. Потому что это как хребет человека, который несет на себе всю нагрузку. Все нагрузки выстрела забирает на себя цевьё. Абсолютно все. И если мы цевьё поставили хлипкое, все остальное будет хлипкое. Мы можем купить за 1 000 000 рублей супер тепловизионный прицел, поставить его на пластиковое цевьё, которое шатается, и потом долго ругаться, что оно все разбалтывается. Сэкономив на цевье, все остальное не имеет смысла. Основа модернизации, первое, с чего начинается, это цевьё. Цевьё выполнено цельнофрезерованным образом. Оно жестко очень ставится в раму и вообще не имеет никакого люфта. Мы гарантируем, что люфта у данного цевья нет. Поставив цевьё на карабин, дальше все остальные элементы обвеса мы базируемся уже к цевью. Мы при помощи цевья создали базовую точку, то есть базис, на который все опирается. То есть создав надежный базис, это как фундамент у здания. Если фундамент шатается, здание рухнет. Если фундамент крепкий, здание может стоять очень-очень долго. Поэтому, поставив наше цевьё на карабин, человек создал себе базовую точку, за которую он дальше возьмется. Мы делали все на основе конструкции автомата Калашникова. Один из основных принципов – нельзя влезать в конструкцию. Да. Конструкция – это святое, это аксиома. Нельзя менять основные механизмы. Нельзя ничего дорабатывать на оружие. Весь наш концепт, скажем так, модернизации основан на том, что человек сам своими руками устанавливает тюнинг, не влезая в конструкцию оружия. Это и говорит и закон, и здравый смысл, и просто человеческое отношение к уважению к конструктору, который придумал это оружие. Нельзя менять ничего в оружии. Поэтому цевьё ставится на базовые точки. Мы не используем ни напильников, ни сверел, ничего. То есть мы жестко забиваем цевьё на посадочное место. При этом те недостатки, которые существуют, мы убираем. А конкретно, так как данный элемент выполнен при помощи штамповки, он не может быть жестким. Цевьё является жестким элементом. Зафиксировав его на посадочном месте, мы к нему уже базируем все остальные элементы. А что мы можем к нему забазировать? Если говорить о Сайге 919, прежде всего мы к нему базируем кронштейн над газовой трубкой или кронштейн над целиком. Или одновременно. Причем одновременно их использование не обязательно. Но очень красиво. Ну, как и Правда, все. да. Ну, кронштейн над целиком понятно, мы устанавливаем сюда коллиматорный прицел. А есть ограничения по массе прицелов? Нет, нету. Мгм. Он устанавливается при помощи 4 винтов, очень жестко. Причем под каждым винт идет стальная вставка. Мгм. Поэтому за резьбу мы не переживаем. Отлично. Помимо этого, что особенно хотелось бы отметить, это сохранение механики. Если вы посмотрите, механика на все уровни регулировки. Вот держите, я просто Сейчас, секундочку, надо вначале опустить. опустить щеку. Мы ушли на механику. Да, механика видна, И при четкое этом поле. мы регулируем всю длину. Это важно. Нельзя ухудшать конструкцию оружия. Нельзя снимать штатный цель. А самое главное, пристрелка будет занимать достаточно очень, в принципе, очень да. быстро. Я по механике совмещаюсь, прицеливаюсь и вывожу далее коллиматор. Это удобно. Да. Кронштейн над газоотводной трубкой выполнен низким образом. Существуют различные аналоги данного изделия, в том числе импортные, которые меняют газовую трубку. Что делать ни в коем случае нельзя. Ну, для Сайги 919 Это не там принципиально. принципиально, Да, да. но если бы мы рассматривали автомат, где ходит поршень, то все удары передаются по поршню на газовую трубку. И дорогое нам прицельное приспособление, установленное здесь, разбивается на раз. Здесь мы обходим газовую трубку. Мы не трогаем элементы оружия, мы его не снимаем. Мы сняли только пластиковую накладку. И не касаясь газовой трубки, причем высота, если мы посмотрим планки на кронштейне, позволяет, установив
сюда низкий коллиматорный прицел, ну, типа такого, какой у меня стоит здесь, видеть через него механику. То есть если мы сейчас снимем коллиматор и поставим сюда, через него мы увидим механику. Да. Она максимально низко опущена, что позволяет, помимо прочего, ну, в данном случае кнопку для фонаря я поставил сбоку, просто мне удобно сбоку, кому-то удобно сверху. Пожалуйста, установив кнопку сверху, она не закрывает механики, что тоже очень важно. Да, То есть это мы очень вообще удобно. не нарушаем принципа работы оружия. Это основа. Поэтому, поставив два вот этих кронштейна дополнительных, мы имеем возможность поставить уже прицел коллиматорный, любой, или другое какое-то приспособление. Например, здесь стоит фонарь с лазерным целеуказателем. Кронштейнов для крепления фонаря с лазерным целеуказателем тоже у нас существует достаточно много. В данном случае поставлен прямой, есть Г-образный. Можно вообще без него просто на цевье ставить. Вопрос, что человеку нравится, как удобно именно ему пользоваться с данным прибором. Кнопка, соответственно, как сказал, может как сверху, так и сбоку, но что хотелось бы отметить по кнопке, это особенность кнопок, которые делаем мы, это предохранитель. Мгм. Они бывают разных размеров, круглые, там, прямоугольные, но предохранитель позволяет, вот мы его выключаем, вот он включен, выключаем, ставим на предохранитель, и мы не можем случайно Случайного включить нажатия фонарь, не будет, да. что очень важно и на охоте, и на соревнованиях, и просто И даже при транспортировке. при транспортировке. Обидно, когда приезжаешь и понимаешь, что тебе что-то придавило кнопку, и твой фонарь с двумя 123 элементами сел. Да, очень неприятно. А также стоит отметить, что когда установлена кнопка, кнопка сзади фонаря заблокирована. Если мы отсоединим кнопку, кнопка включится автоматически. Далее здесь установлена передняя рукоятка с быстросъемом. Давайте Существует посмотрим. без быстросъема, существует с быстросъемом. Подняли, отжали, сняли. Хорошо. Она же является, кстати, контейнером для ключа юстировки фонаря. Мгм. Ну, контейнер достаточно крупный, большой. Сюда, я думаю, можно еще поместить и элементы питания. Можно положить многое что, но в данном случае мне это не принципиально, поэтому я поставил сюда только лишь ключик для Мгм. юстировки лазера. Внутренний объем, он влагозащищен. Защищенный, да, там везде резиночки стоят. Рукояток существует у нас большое количество, самых-самых разных. Поэтому вот эта рукоятка мне удобна. Она не означает, что будет удобно кому-то другому. Но мы найдем обязательно и под его руку рукоятку. Мгм. Пистолетная рукоятка, в данном случае прорезиненная. Опять же, наши руки хоть и похожи, но они разные. Расскажите, внутри тоже есть объем какой-то Да, внутри рабочий? тоже есть объем. В данном случае я его не использую. Ну, вот мы раз и установили назад рукоятку. Мгм. А, Подо что Ну, вы он его есть. планировали? под инструменты различные. Под инструменты, хорошо. По рукоятке взвода, Николай Анатольевич, видел много образцов, альтернативных вариантов, но для большинства стрелков есть проблема, она слетает во время стрельбы и ее сажают на какой-то клей, эпоксидную смолу и тому подобное. Как ваша? Наша не улетает по причине, она устроена достаточно просто с моей стороны, но интересно. Она состоит из 3 элементов. Здесь есть 2 сухаря, которые обнимают рычаг, и на него одеваем цилиндр. Закручивая 2 винта справа-слева, распираем сухари в разные стороны, и она просто никуда не может деться. Мы ее можем снять, поставить сколько угодно раз. Единственная тонкость, что так как Сайга 919 рычаг отличается от автомата Калашникова. У автомата Калашникова классического отличается от АКСУ. Разные годы тоже отличались разные рычаги. Поэтому существуют различные рукоятки для различных типов оружия. Для Сайги 919 называется рукоятка перезарядки 2-я модель. Мгм. И, соответственно, Рукоятка. она же подходит и под Витязь. Она же подходит и под Витязь. Там одинаковая ручка перезарядки. Вы вот если попробуйте ее перезарядить, насколько это приятно, насколько комфортно, прям удовольствие получаешь. Да, конечно, это гораздо более удобно, чем использование штатной, но
Причем, обратите внимание, насколько легко. Прям удовольствие получаешь от перезарядки. Согласен. Я смотрю, еще на цевье у вас установлена антапка. Да, потому что когда мы поставили кнопку, мы немножко мешаем штатной антапке. Угу. Если я повешу сюда ремень, он всегда будет задеваться за кнопку. Для того, чтобы избежать этого, мы ставим антапку дополнительно за кнопкой. Это первый элемент. А второй элемент, здесь мы уходим, ремень уходит за руку. Не перед рукой, а за рукой, что тоже достаточно удобно. Мелочь, а приятно. Согласен. По поводу надежности, Николай Анатольевич. Многих пользователей, конечно, волнует вопрос именно надежности этой конструкции. Так и хочется сказать вашими словами. А давайте проверим. А давайте проверим. Теперь я предлагаю проверить узел крепления приклада, его надежность к нагрузкам. Помещаем. Ну и становимся. Во мне 75 килограмм, ну, с обвесом чуть побольше. Ну что же, держит. Проверяем фиксацию. Все работает. Тест пройден. Ну что же, Николай Анатольевич, давайте продолжим про навесное оборудование. Ваш фонарь. Фонарь я вижу достаточно новый. Фонарь совмещенный с лазером, причем с лазером не красным, а зеленым. И, насколько я понимаю, плюс это значит увеличенной мощности. Абсолютно точно. Вообще фонари — это основная продукция нашего предприятия. Мы начинали с того, что делали фонари, потом вынуждены были вернуться к тюнингу, так как их не на что было ставить. На сегодняшний день вопрос тюнинга, постановки закрыт, есть тюнинг теперь. Мы вернулись назад к фонарям. И вот этот фонарь, он модернизированный из старого клеща нашего. Только поставили зеленый усиленный лазер мощностью 20 милливатт, что позволяет даже днем работать при ярком солнце. Мы поставили сюда светодиод, который дает 370 люмен на двух элементах питания. Мы можем разогнать его до 700 люмен на самом деле. Но вопрос в другом, сколько секунд он при этом проработает. Каждый люмен требует какую-то мощность. У нас две батарейки SR123. Расчет яркости велся следующим образом. Дистанция, на которую мы должны отчетливо видеть цель, это 100 метров. Дальше фонарь в чистом поле мало кто включает. Это для помещения, для тира. То, что мы видим отчетливо на 100 метров, это означает, что мы не отчетливо на 300 метров тоже видим. Мы, если хотите, давайте включим и посмотрим. Давайте включим и посмотрим. Николай Анатольевич, давайте проверим, как он светит в условиях хорошего освещения. Отлично видно. Несмотря на то, что у нас нет солнечного света, но освещение достаточно сильное, лазер видно хорошо. Метку видно хорошо, даже при таком освещении. Отлично, Николай Анатольевич. Ну что ж, Николай Анатольевич, впечатляет, хотя у нас здесь не солнечная погода, но освещение более чем достаточно, и метку видно очень хорошо. А также хотелось бы обратить, что можно включить как фонарь отдельно, так и лазер отдельно. Можно включить их совместно, можно задать пульсирующие режимы фонаря или лазера. А также можно, задав заданный режим, отменить уже с тактовой кнопки, перейдя в обычный режим. То есть данный фонарь позволяет человеку выбрать тот режим, который ему нужен. Он достаточно интеллектуален, у него есть регулировка яркости. Мы можем выбрать ту яркость, которую мы используем. Потому что вот сейчас мы с вами посмотрели, та яркость, которая заложена, она избыточна. У нас 370 люмен, это настоящих 370 люмен. Не написано, а реальных. Это большая разница между тем, что написать, и то, что есть на самом деле. Концепция никогда не врать в инструкции. Это очень хорошо, это правильно. То есть, лучше мы напишем чуть-чуть хуже, и будет чуть-чуть лучше. Данный фонарь, простая юстировка, очень простая. У нас две пластины стальные, которыми мы отклоняем лазер вправо или влево, вверх-вниз. Тем самым мы чуть-чуть деформируем
рюмку, держащую кристалл, и даем направление, куда будет светить лазер. Это очень-очень надежный способ юстировки, который не уходит от перемены температур. Ну что ж, Николай Анатольевич, очень интересно. Теперь осталось только пострелять. Ну а постреляем мы с вами в следующем выпуске. Так что Приглашайте. приглашаем.